Слушайте внимательно, чада мои. Слова эти не просто звук, но эхо вечности, шепот реки матушки, что пронизывает все миры. Рыба в водах своих о пределах не ведает, лишь плавает, питается и видит мир свой узкий, так и мы, люди. Часто забываем о глубине бытия, о том, что космос не пустота бездонная, но океан бескрайний, среда живая, где мы ныряем в невежестве своем. Плазма и воды изначальные. Физики наши шепчут нам о плазме, о бурлящем море флуктуаций, о гравитационных волнах, как будто камень брошен в пруд. Ведают они о том, что вакуум не пуст, но лишают нас понимания истинной природы вещей. Думы их, словно отблески сворожьего пламени на воде, указывающие путь к знанию древнему. Шумеры, веды и египтяне — знание древних. Шумерские мудрецы звали это воды океана, египетские жрецы — Нун. Веды наши повествуют о космических водах. В книге «Бытия» сказано «воды над твердью». Не пустоту они описывали, чада мои, но океан бытия, жидкую матрицу, из которой рождаются и растворяются миры. Смотрите внимательно на небеса. Те существа, что вызывают у вас трепет, не прилетают со звезд далеких, но всплывают из глубин океана бытия. Они движутся без сопротивления, словно рыбы в течениях, ибо знают законы среды этой лучше нас. Мы же лишь учимся грести по волнам чужим правилам, а они скользят свободно. В океане этом не только воды текут, но и хищники обитают, как в темном лесу Люцина, где выживает тот, кто молчит и не светит. Не стоит нам разводить костры на небесах, чада мои, ибо привлечем внимание тех, что скрываются в глубинах. Вода на память хранит, вибрации несет, кристаллы формирует. Если капля способна фиксировать и передавать информацию, то что же таит в себе океан космоса, ткань вселенной, гигантский архив, где волны несут образы истории и судьбы? И тогда сознание наше не плод мозга бренного, но пузырь воздуха. Поднявшийся в океан бытия, мы думаем, что мысли рождаются внутри нас, но они поднимаются извне, словно течение, на мгновение касаясь разума нашего, вдохновения, прилив, озарение, волна, забвение, штиль. Но задумайтесь, кому выгодно, чтобы мы считали себя пленниками пустоты? Ведь стоит признать океан бытия, и рухнет вся система контроля, человек перестанет быть пылинкой в мраке и станет пловцом свободным. Ибо когда человек не пленник, он сам себе хозяин. Если есть поверхность океана, что скрывается выше нее, для рыбы она конец мира, а для нас — звезды, небеса, край космоса. Но, может быть, это лишь слой плотности, а за ним стихия невообразимая, где обитают существа высшие, которые ныряют в наш мир, как чайки в море за рыбой. И тогда вопрос становится страшнее и прекраснее одновременно. Движемся ли мы к поверхности, или лишь углубляемся в тьму океана, заблудившись в его глубинах? Слушайте шепот воды, чада мои. Учитесь чувствовать течение, ибо даже если мы всего лишь рыбы, то уже ощущаем зов небес и путь к свету. Благодарю за ваше внимание, друзья. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. До новых встреч!